Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Steelrising, которого давно не было. Настолько давно, что я не особо помню, какие тут кнопки что делают, но, видимо, эти. Ну и, в общем, да, продолжаем после долгого перерыва. Я не особо помню, зачем я на этой локе. Возможно, за тем, чтобы с нее свалить. Скорее всего, за тем, чтобы с нее свалить. Ну, у нас там были всякие сайд-квесты, и все с этим связано. Погнали. Это не та кнопка. Погнали, посмотрим. Тут ничего. Тут найти мастерскую. Тут осмотреть место проведения эксперимента. Тут расспросить, отдать ему ценные бумаги. Погнали. Найдем мастерскую. Я даже примерно помню, где это было, может быть. Ну ладно. NGC6405, спасибо за подписку. 37 месяцев во время интро. И также Godfrey Старуки, спасибо за 10 рублей. Сам себе усы нарисуй, понял? Не. Вообще я хотел прифотошопить ему усы на видеоряд в этот момент, но потом решил, что это не стоит того, чтобы еще неделю не выкладывать видео. И не стал. Может быть, зря. Ладно. Скорн говно. Я вот слышал. Сам не смотрел пока. То есть, играть я в итоге, наверное, и не буду. Потому что слышал. Но видео всякие не смотрел, но судя по тому, что я слышу, выходит как Сагани, что типа показывали в трейлерах что-то крутое, стильное, а в итоге оказалось симулятор ходьбы на 1,5 часа. Без геймплея вообще. Тут можно было бегать не на левый стик? Нет. Нет. Видимо, нет. Ну, окей. Steelrising до сих пор нравится или хочешь закончить поскорее? Нравится? Ну, типа, я бы сказал, что Астеригос мне нравится больше. По первому впечатлению, как бы. Но Steelrising вполне норм. Почитай описание квеста и решись, кому отдавать бумаги будешь. Ты, скорее всего, не помнишь, кто из них зачем их хотел. А решение немного важно. Один чел хотел, чтобы армию себе сделать. А второй чел хотел раздать рандомом. Это было, по-моему, менее эффективным вариантом. Окей. Но также я не особо помню, где именно тут была мастерская. Где-то во всяких дворах. А тут пока что сады, а не дворы. Если еще имена вовремя вспомнишь, что ок. Не, это сложнее. Кто-то там, да кто-то там, и кто-то там, для кто-то там, или что-нибудь такое. Ау. Ау. Чао.
Что с ним было? Непонятно. С прошлого стрима были какие-то патчи в игре вроде бы. И, по-моему, работать она стала лучше. Мне что-то так кажется. Хотя, может быть, я не прав. Ау. Может быть, она и работала нормально после предыдущих патчей или что-нибудь такое. Были ли патчи до... Типа с того момента, как я начал играть, и до прошлого стрима? Я запутался, куда мне. Вообще сюда. И ура, улицы. Блин, почему я пытаюсь сжать А, чтобы взаимодействовать с вещами? Наверное, после Астеригаса. Но, казалось бы, я, блин, большую часть года играю в Элден, в котором это не так. Окей, щитом в лицо. И копьем в лицо. Это на этой локе была секция со всякими руинами массовыми. Или я путаю? На какой локе что было? Да, блин. Все-таки перекат тут немножко странный. Не подскажет, кто бан дают, если в игре некоторые текстурки изменять? В DS2 хочу. Но учитывая, что онлайна в DS2 сейчас вообще нет. Даже если дают, то пофиг. Ну или если не запускать в онлайне. Хотя во втором Дарке нет нормального способа не запускать в онлайне. Кроме как Steam в офлайн полностью убирать. Так, хз, я бы предположил, что за текстуры нет. Но также в Дарках, в принципе, не баны, а Shadow сервер.
Ау. Не, он не попал. Ау. Мне не нравятся эти чуваки с крутилками. Вау, совсем не нравится. Усатый Фортисак, спасибо за 10 рублей. Вай, объясни мне баланс боссов в Элдене. Почему Элимер, Алый Волк и Крестоносец убивают меня за 3 удара при 40 жизни? Будто игнорируют прокачку и сносят проценты, хотя остальные боссы такого не делают. Алый Волк и Крестоносец, которые в Снежной Локе? Возможно, потому что они эндгеймовые боссы. А 40 жизней — это не особо много. Но хз. О, точно, тут же можно было всякие такие фишки делать. Это не то, что я хотел. То, куда тебе надо, прямо и правее. Но сейчас мне надо туда, где я умер, чтобы подобрать свой труп. Ок. А мой труп где-то тут. Чао. Окей. Все-таки потрогаю этот костер. Не думал Overwatch 2 пощупать? Не думал. Тут вагон шорткатов, но если не помнишь, локи не помогают. Тут, в принципе, локи построены так, что они, по-моему... Что их сложно запомнить. Так что они не особо помогают, в принципе. По-моему, вот здесь это мастерская была, не? Только с другой стороны. Я перепрыгну сюда. Не уверен, что это то, куда мне нужно. Хотя, может быть, это как раз и есть то, куда мне нужно. Может быть. Чё, у тебя полный стагер. Бородатая Марика, спасибо за 10 рублей. Ну как-то немного. Ты сам говорил, что с 40 хп можно пережить тот же Waterfall Моления. Да и не особо эндгеймовый, тот же Элимер на плато Альтус. По хп никчемный, а урон наносит слишком много. Ну как бы 40 хп это минимум играбельный. В тяжелой броне сойдет. В легкой я бы скорее до 60 поднял. Ау. Ну и как бы то, что за 3 удара убивают, это терпимо. Не за один же. Тебя в дырку впало. Угу.
Спасибо. Не то, что я хотел. Будем считать, что мне сюда. Почему так и не Тимезия? Может быть, потом. Во. This notebook appears to be very old. I should show it to Abbe Grégoire. Ладно. Balsamo. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. Сундук. Когти 1000 порезов. Ладно. Второй этаж. Связью достать трудновато, но пока ключи продаются. Ну, как бы казахский Steam. Тут вопрос в том, что лениво туда-сюда перезаходить, скидывать деньги, все такое. Мгм. Rosette, you're so beautiful. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur Bay. Окей.
Так. Чел с ником «Спасибо за 200 рублей», «Спасибо за 201 рубль». С сообщением, а какой уровень рекурсии ты поддерживаешь в сообщениях. Это сообщение такое было. Нет. Но спасибо. Также отправить анонимно, спасибо за 10 рублей. Там Монскарс релизнулась не так давно, пройти не хочешь. Поздравляю с 3070, кстати. А еще составляет топ по частям резика, каким бы он был. Подкаст в честь тока будет. Поздравляю с этим, кстати. Монскарс тоже, может быть, надо. Буду покупать Таймезию, и Монскарс тоже куплю, потому что там та же фигня, что она недоступна в России. Но можно посмотреть, да. По частям резика. Ремейк 2 на первом месте явно. Дальше 3 оригинал, 1 оригинал, 7, 5, 4, 8, 6, наверное, так. Сложно. При этом я в оригинал 2 так до конца и не доиграл. Ну и да. Оригинал 1 просто не нужен, ремейк намного лучше. Ну как бы, не, он не то чтобы не нужен. Оригинал 1 резика отличная игра для 90 какого там 6-7 года, когда он вышел. Но это не та ситуация, когда ремейк что-то сильно меняет, как с 2 и 3. Типа ремейк там примерно то же самое, но с хорошим графоном и чуть доработанное. Окей, подкастов в честь стака не будет, наверное. И еще Бакенбард Райкарда, спасибо за 10 рублей. 60 хп, понял. Спасибо. Зажигать трупы надо в ремейке, да? Ну, как бы... Мне кажется, что ремейк 1 резика это типа... То, каким его разрабы изначально хотели сделать, но у них не было возможностей и ресурсов на момент выхода оригинала. В то время как ремейк 2 и 3 резика, они прям совсем другая игра. С совершенно другим геймплеем. Окей. Ну и теперь можно эти ворота открыть. К слову, еще Таймези, Монскарс и остальных играх, которые нужно покупать с казахстанского аккаунта или еще что-нибудь такого. Сигналис, скорее всего, не будет доступен в России. И он выходит буквально через... Через сколько? Типа через 2 недели? Меньше, по-моему, даже. И ради этого явно придется перезаходить в казахский аккаунт. Илактариус, спасибо за подписку 56 месяцев. Оригинал Ретри был таким же тупым шутером, но с видом сверху. Не, оригинал Ретри был вполне обычным survival хоррором, как 1 и 2. Я не особо помню, но вроде бы мне в эту сторону. Почему-то до сих пор не завел Patreon или Boosty. Я не уверен, как это лучше сделать, если заводить. Типа, просто так. Блин, как это сказать? Короче, Patreon или Boosty, смысл в том, что это как бы условно подписка за какие-то плюсы. Отдельные видосы под это я делать точно не хочу.
выкладывать какие-нибудь там видосы, типа... Ну, типа вот видосы о боссах Элдена раньше. Я их слишком редко делаю для этого. Так что это тоже как-то не особо прокатывает. Какие еще варианты, я немножко хз. Ну ладно, тут больше ничего. Ну, погнали сюда, место проведения эксперимента. Я понятия не имею, где это. Надо посмотреть. Расписание стримов и игр заранее на Патреоне. Так, это какой вообще квест? Вот это? Мертвое дерево? Это вроде где-то в начале было. The field with the dead tree. Good. I'm nearly there. Чая вот этого чапну. Или он меня. Инкайзенхорн, спасибо за подписку 10 месяцев. Видимо, мне внутрь. Don't move. Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust! Ок. Я попытался его критануть после того, как он умер, что? Ок. Чувак с ником, чел с ником. Спасибо за 10 рублей. Как ты к Тихим холмам вообще? Проходил что-то? Хотел бы ремейки первых частей или же какое-либо переосмысление? Я когда-то очень давно проходил вторую часть, примерно, когда она вышла. И она как бы вроде норм. И также пробовал третью, и она как-то менее норм. Насчет всяких ремейков хз.
Вроде оригинал нормально работает со всякими модами, что типа там моды на поддержку разрешений нормальных и чуть-чуть более человеческий графон и все такое. И вперед. Второй, по крайней мере, залетел. Ок. Блин, какая резкая атака у этого паука. О, правильно, убейте его. Идеально. Так, я, кстати, там какие-то пушки подобрал. Когти. 1000 порезов. Ну, это чисто физ когти, правильно. И это не то, что я хочу использовать. He slipped through my fingers. Fortunately, he was unable to take his things with him. The sleepless slaves. They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. Ладно. Так, что тут еще было? Куда-то еще можно было зайти? Выше. И тут сундук. Угу. Сундук со шмотом. Шляпа сильно хуже. Хотя и немножко фэшн. И что там было в спаде? Тоже сильно хуже. Лут? Окей. Не, ну это копипаста Селдена, где в замке грозовой завесы там какой-то труп висит на перилах, и нужно запрыгивать на перила, чтобы его подобрать. Ок. Я вышел куда-то в старые секции или тут просто здоровенный кусок карты еще?
Старые. Мгм. Да, похоже. А вопрос только в том, в какую мне сторону. Может быть, сюда. Ну или, может быть, не сюда. Ладно. Тут все. Тут все. Тут все. Тут ничего и не было. Ах ты, персонажи. Тут сюжет дальше. Так что поехали сдавать все эти квесты. Чел с ником, спасибо за 10 рублей, чувак, спасибо за 10 рублей. Сообщением без сообщения, но в смысле сообщением без сообщения. Я не буду это читать, спасибо за 10 рублей, спасибо за я не буду это сообщение без читать рублей, чел с ником без сообщения. Спасибо. Я отдам этому челу бумаги. Monsieur le Marquis, I'm listening, Aegis. the bonds are in my possession. And to whom do you intend to give them? Ну или нет. Можно вообще себе оставить бумаги и свалить с ними? I have decided to use these bonds to support your cause. I implore you to put them to good use. I swear it to you. You made the right choice, Dancer. Only professional soldiers and well-trained conscripts stand a chance of winning back the kingdom. Ок. Can I help you, Aegis? I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Ладно. Have you finished reading the notebook, mon père? Ну или так. Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory,
Do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Ладно. А тебе что-то надо отдать? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Стражник Моровинда, спасибо за 10 рублей. Нет, давай бумаги мне. Не. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Вообще, я для него квест не делал разве? Или я Monsieur уже его Raymond, сдал? Go on, Aegis. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Ладно. Ты что-то еще скажешь? Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? Порох? the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration.
It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. В этой игре слишком много сюжета. Что с камерой происходит? Ветер, видимо. Did you find the blueprints that were stolen from me? No, monsieur. Don't forget that those documents are our only chance to discover what was used to craft you. The looters disappeared into the tunnels under the Louvre and the Tuileries. I find it hard to believe that they were able to escape from that maze safely. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athénaïs' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athénaïs and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athénaïs' birth. Voila, like this. What's this locket? Athénaïs is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Monster! What did you do to her? Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athénaïs. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athénaïs as soon as possible. She is right in front of you. I am Athénaïs. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athénaïs, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athénaïs' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it.
Ладно. Стрим должен быть номер 5. Я думаю, вот так. Ну, спасибо. Так, ты что-нибудь скажешь? So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's Короче, currently по-моему, in это hiding что-то, in the что уже quarries of было. Montmartre. But please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. И вместо названия игры что-то там? Вполне. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Короче, я думаю, погнали в следующую локу. А, хотя с этим чавом еще явно нужно поговорить. Monsieur de Mirabeau. Про это имя он, может быть, расскажет I что-то? found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Ладно. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets.
He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Ладно. Короче, да, погнали все-таки на новую локацию, потому что сейчас мне дали еще 500 квестов на старой локации, по-моему. И я не хочу. Ну, кстати, нет, только сюда и только один квест, фига. Маловато. Не, go туда все-таки. Ну, это лока, которая отличается от всех предыдущих по визуалу. Хорошо. Какое-то у тебя все серое. Ну, хз, ночь. Могу ли я на крышу куда-нибудь забраться где-нибудь? Может быть, вот тут. Задумано ли это? Я что-то не уверен на самом деле. Типа тут я не могу обойти эти здания. Так что будем считать, что то, что там, это за картой. Ладно. Я пойду сначала в эту сторону. О, это паук, который не в мою сторону смотрит. Но который все равно агрится, пока я пытаюсь его сбэкстабить. Окей. Не то, куда я пытался.
Как темно. Окей. По-моему, у меня эти когти были полностью прокачаны, нет? Уровень 5. Короче, они были достаточно прокачаны, по крайней мере. Я подозреваю, что туда я не допрыгну, да. Наверное, мне и не надо. О. Сопротивление огню. Не супер полезно. If Monsieur Marat is hiding somewhere in the depths of this quarry, I will have to use this mobile walkway. Окей. Хз, почему у них лифт-мостик? Не знаю. Французы. Может быть. Ему норм? Рип. А их там 2 или что это было? Нет. Там можно, может быть, пропрыгнуть наверх куда-то. Нет, я не хочу падать. Ок. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. I will explore the area and try to find a way to make it work. Эпично. Оно, я не помню, засчитывается как респаун, если я активировал, но не потрогал?
умри, узнаешь. Я против. Там лут. Ладно. Заблокировано. О, можно сюда. Но нельзя сюда. Печально. Чё? Где? Вот этот чё, он меня согрузился? Нет. Это какой-то другой чел. То есть это тоже? Но кто-то еще в меня стрелял. Я точно не могу туда вот так вот перепрыгнуть. Могу. Но также я могу с той стороны просто забраться. Ладно. Или это паук по мне стрелял? Ау. Ау. Непонятное здание. Ок. Нет. Мешок. Почему? Бронемешок, ясно. Ау.
Ну, второй чел согрелся, но не подошел. Ау. Он сам электрический, так что, наверное, это не та пушка, которая мне тут нужна. Окей. Окей. А что насчет этого мешка? Во. Почему это нельзя сломать? Ау. У меня где-то были какие-то гранаты. Например, вот эти. Ау. Ау. Чел, иди нафиг со своим бревном. Ок. Где-то тут была дверь, которая не открывалась с той стороны, по-моему. Правильно? Да. А это активирует лифт? That should work. Ок. Могу я что-то в улучшениях? Типа, тут нужны еще ключи, еще 2. Тут уже не улучшается. Тут нужно еще кучу всякого хлама. А в магазине? Что он карета? Это телепорт, правильно? По 200, но 5 штук всего в продаже, ладно. Снаряжение, электродубинки. Мне пока что когти на самом деле больше нравятся. И всякий шмот, модули. Здоровье восстанавливается при контратаке. Нет. Существенно увеличивает физурон.
Модуль существенно увеличивает временной промежуток для применения мгновенного охлаждения. Может быть, стоит? Но хотя на самом деле не. Равновесие, сопротивление. Здоровье восстанавливается при критах. Это что-то на щиты. Увеличивает выносливость. Ладно. Можно купить 2 ключа и апнуть. Апнуть слот. Но мне, по-моему, не надо. Что мне вообще по модулям? Физурон полон всезаряженных атак. Мгновенное охлаждение. Увеличивает паралич. Увеличивает количество сущности. Я думаю, мне норм. Что скажешь про обнову Элдена? Я еще не трогал после обновы вообще его. Так что ничего не скажу. Но то, что там на датамайнили кучу всего связанного с DLC, это хорошие новости. Секретка под лифтом? Ну, нет. Ну ладно, шахты. Главный проход, а там? Просто лут. Просто лут. Угу. Ну ладно. Тут есть проход, и тут есть проход. Я пойду сначала сюда. Ну, типа это туда же, правильно? Кормилица Мергоя или Годрик? Годрик в разы лучше. Как бы что за странный вопрос? Кормилица Мергоя — это довольно трэшевый босс.
Нифига. Я не знаю, зачем я здесь. Но почему нет? Там еще один мешок выше, как до него достать вообще оттуда, типа. Угу. Непонятно. Тогда вопрос посложнее. Маг с прихожанами или цветок Миранды? Маг. О. Модуль долговечности 3 плюс макс хп, наверное. И, наверное, оно мне особо не надо. Еще чекпоинт, как-то часто они. А. Чао. Напротив. Я против местного управления. Это лок-релиз ока. Блин, она вначале начиналась все хорошо. Уличная часть классная. А потом обратно лабиринт. Ладно. Я всего лишь хотел туда запрыгнуть. В прошлый раз у меня получилось. Может быть так.
Второй неок хороший, первый посредственный. Я бы сказал, второй неок отличный. А первый, увы. Я подозреваю, что у меня вниз. Но сначала я бы хотел разобраться со всем, что тут. Нет, только не паути. Кроме левого дизайна есть еще какие-то претензии? К неоку или к Steelrising? Или к чему? К неоку. Разнообразие врагов. Босс там не то чтобы супер интересное. Боевка в целом во втором намного лучше. Типа в первом она нормальная. Во втором она супер крутая. Угу. This time it's over for me. Printers was ransacked. I barely escaped from the guards sent to arrest me. I must disappear and hope that things will one day turn to my advantage. In truth, the timing is excellent. According to my informants, the king is planning a coup de force against the Third Estate. I think it's high time for all of us to go underground with you. Once we're hidden in the catacombs, we can prepare a counter-offensive in peace. Does the Duke approve of this withdrawal? Oh, that fool. He's indecisive as usual. Always busy dreaming about his cousin's crown. But I've prepared the terrain. He will let me do as I please as long as I serve his interests. Там проблема не прям в разнообразии врагов, а то, что они имеют кучу хп и убивают быстро. Во второй части боевки все как динамичнее. Если делать все правильно, то убиваешь все быстро. А в первую увернулся, дождался окна, ударил и так 10 раз с каждым ЮКМ. Ну как бы не, в первом не в самом начале игры, а где-то с середины разогнать свой дамаг вообще не проблема. Чтобы, по сути, ваншотить все. Но там именно что очень мало видов врагов, и они все примерно одинаковые. Во втором, по сути, удвоили количество врагов и добавили старым врагам огромную кучу новых объявок всяких. Так что они стали намного интереснее. В первом неоте есть люди, есть всякие там гигантские скелеты, одноглазые, йоки и все такое, которые, по сути, имеют трехударную комбу, и все. И парочка еще каких-нибудь более уникальных врагов, типа там какие-нибудь репчал, какие-нибудь лос-соулы из Дума, которые черепа летающие. Ты вроде говорил, что без правильного билда к середине игры там делать нечего. Ну как бы да, но там проблема в том, что без правильного билда ты никого не убьешь в середине игры, а с правильным билдом ты всех ваншотишь в середине игры.
какие-то стреляющие огненные коты. Вообще, на самом деле, надо, может, поиграть когда-нибудь в первый НИО после второго, во-первых, посмотреть, как он играется. А во-вторых, просто с нуля, без шмота с ревенантов. И посмотреть, как там с балансом. Если знать, что делаешь, но не читерить с ревенантским шмотом. Потому что я, по сути, первое прохождение на плойке играл просто без особого собирания билдов и всего такого, и оно было невыносимо. После этого я обычно просто его залутал с ревенантов хороший шмот и вперед. Ревенанты — это те боссы из лужи с крови. Ревенанты — это которые ПВПшные чоки. Что когда кто-то где-то умирает, игрок, то можно призвать его призрак и сразиться с ним и получить его шмот. И в первом у него как-то так система шмота сделана, что, по сути, ты начинаешь новую игру в первой локе, убиваешь ревенанта, лутаешь с него фулсет воина Запада с идеальными статами. И дальше играешь в идеальном шмоте. Потом просто меняешь на какой-нибудь другой сет, тоже с ревенанта. Фига. Я ничего не вижу. Пойду сначала не по стрелке. Не, я пойду сначала по стрелке. Разницы никакой. Там ворота, которые шорткат в предыдущий лок. Ну, в предыдущий кусок локи. Да, зацепись ты. Ты от шортката 2 шага прошел? Там были эпичные ворота, которые не открывались с этой стороны. Нет? Были 5 секундных бега. Я, короче, нифига не понял.
Блин, я надеялся его добить. Ну, нет, это не эти ворота. Но это тоже какие-то ворота. Ключ от модуля. Окей, что тут еще было? Или ничего тут больше не было? Это сюда же. Да, по сути, больше ничего не было. Тут еще дофига, наверное, всего было. Че, сам электрический или что? Ладно. А, блин. Я там подбирал лут. Он просто остался, потому что он остался. Видимо, да. Баги. А. О. Там сундук внизу. А тут что? Кроме как смерть от падения. Чао. Тебя видно? Это фотопаук? Или чё? Это обратно сюда. Понятно, логично. А тут... Ха. Нет, не падать. Так, как мне попасть на ту платформу, где сундук? Могу ли я просто отсюда допрыгнуть? Типа с той платформы, которая сбоку?
тут есть притягивалка, но это, наверное, не то. Отсюда прыжком вперед, мне кажется, я не долечу. Что? Почему? Почему это скользко? Ладно. Там цеплялка есть, но они тут сильно менее удобные, чем в секере. Я так долетел. Усилитель. Усилитель — это эффект хила, правильно? А не количество. Окей. Опять главный проход. И это то место, где я стены выбивал? То есть можно было так не извращаться, а просто пройти? Да. Ну ладно. О нет, мини-босс. Monsieur Marat's men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. В основном, о нет, мини-босс не потому, что мини-босс это сложно, а потому что вырвиглазно. Это не извращение, там лут и плюс хил был, и самое классное место в игре. Не, ну как бы, что туда можно было просто по этому коридору пройти, а не пропрыгать. Не? Чё, какой у тебя элемент? Видимо, не лед. Учитывая, что он с 4 ударов накладывается, если я сделаю когда-нибудь 4-й удар. Окей. Модуль передышки 2. Это не то, что у меня эквипнуто. Босс совсем не нравится. Боссы вроде нормальные. Мини-боссы вот такие вот, которые просто типа враг, но более сильный. И сильно более вырвиглазный. Не очень. Окей. Это та самая шахта, которая в начале была? Мог ли я спрыгнуть сюда сразу? They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. Ладно. 20 алхимии. Максимум. И плюс слот. Были у меня ледяные когти?
У меня были ледяные веера. Может их хапнуть. Правда, сейчас не на что. Также почему все еще улучшение светится? А, да. Восстановление здоровья. 300. У меня как бы 270 хп всего. Ну ладно. Так, ну вообще давайте, может быть, перерыв небольшой. Мини-босса убили. Кусок локи прошли. Так что продолжим минут через 10-15. Ну что, погнали? Погнали. Мне все-таки интересно, можно ли было спрыгнуть в самом начале, прервать падение дэшем вот этим вот и попасть сюда, не проходя всю локу. Наверное, нет. Поднимись и спрыгни, чё? Долго. Ну, хотя. Погнали. На лифте поднимись, а он работает? Тут как-то все искрит и не работает. Нет, я поднимусь пешком. Может быть. Или может быть нет. О. Могу ли я вообще в начало вернуться отсюда? Также это не то, где мне стоило бы быть. А, чао. Вход был где-то... Вообще где-то там. Можно? Ладно. Чего я, блин, в анимации дэша уже был? Окей. Не, нельзя, киллбокс. Ок. Увы. Спидран не получился. Угу. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? Ah, la diableuse, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, you're just as they described. An angel of death.
Descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. What, with you? You in what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat? Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the Bastille. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This will allow you to reach the lower tunnels. Ладно. Слишком не влезающий текст, который нельзя руками скроллить. This mattress is stained with blood, as is this jacket. Who could have stayed here? Monsieur Marat will surely be able to tell me. Еще у него лут пропустил, сейчас посмотрим. Сильно меньше статы. И даже не особый фэшн. То же самое. Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised.
No matter how hard I worked to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Ок. Это только первый предмет на этого босса. Интересно. Have you fixed the walkway? I am working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the Ottomans. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them? That crook Lafayette. That Trenz Sabre. A career soldier who thinks he's Caesar. Not content to maintain an army of rats, this Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every colour of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monseigneur de... Say no more.
They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Ок. Прыжки в конце диалогов. Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Voila. That should have fixed the walkway. Души заберем. Там копейка. А лифт медленный. Ну или заберем. Что? Почему? Есть ли в воде бонус к электричеству? Или мокрые комбо — это не эта игра? Это что, по-моему, самое электричество? Ну, хотя, может быть, этот нет. Но лед нормально работает. Можно заморозить врага, уронить его и заморозить его заново, пока он встает. Почему нет? Не понимаю блок у этих пауков. Они слишком мелкие и непонятные, чтобы видеть, что они делают вообще.
Нет. Кстати, парализующие гранаты. Крип тебе. Крип тебе. Ау. Норм. И еще сундук. Это будет тоже хуже, чем то, что у меня. Да. И да. Амони, спасибо за рейд. Monsieur Laclos was the Duc d'Orléans' faithful retainer. He was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. Набег все в донжон. Вполне. Насколько я могу не сагрить? Не насколько. Понятно. Через 5 минут босс будет, третий мультик. А не второй? Может, я запутался? Наверное, могу посмотреть где-то здесь. Отголоски? Видимо, третий. Ладно. Ну, босс так босс. Или еще нет?
Сундук это лучше, чем босс. Какой-то он живучий. Что с водой? Низкие настройки качества или что-нибудь такое? Туда можно зацепиться. Может быть. А сюда можно просто пойти. Это выглядит как арена босса. Так что, видимо, сначала сюда. Фига. Чё-то гёбума затакового. Ау. Ау. Можно я забафаюсь? Ладно. С уроном, но можно. Ха. Молния на нем как-то очень медленно стакается. Окей. Чао. У тебя лошадь горит. Горит и взрывается.
Ау. Изи? Изи. Ну, вроде прикольно. Leclos, you're alive. Platoon. Ready. Fire. Fire at will. Senor. We can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets. The fighting has stopped. It's over. Voyez? The Huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. But the troops. Where are the troops? You are the only survivor, Leclos. No. No. We were so close. But those machines. An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat. Chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. Why did you launch this attack? 3 of our companions were held captive in the fortress. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. We have had some success, you have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Such as Lafayette's plot to rescue the Dauphin and his sister Charlotte. How on earth do you know that? She seems as well informed as we are. Озвучка? Заставка? Ну ладно. Оно тут всегда так? Окей. Once again, the king has won. That won't always be the case. But right now I have something urgent I must do. Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy, not an executioner. That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Who captured you, monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions, with a voice that ordered me to kill. Again and again. А если еще раз там будет снова справа нос? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin.
Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions with a voice that ordered me to kill again and again. Лучшая заставка. I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow. There's still some wine left, n'est-ce pas? More than enough, Leclos. More than enough. Wonderful. We'll drink to our broken dreams until this finally comes to an end. Так, а лут с босса где? Вот он. Модуль эффективного парирования. Наверное, это не то, что мне нужно. Оттуда я пришел? Там что-то так блестит, как будто там какой-то лут есть. Наверное, я могу вот так сделать. Сейчас мой труп будет в пропасти. Судя по прошлому разу. Ну да, тут есть лут. Но в прошлый раз, как только я сюда вышел, началась заставка. А что насчет трупа? Угу, здесь. Нормально. Ну, поехали. Here you are at last. This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd make it this far. Cependant, I would advise you not to rush. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. Delor, I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. In these unsure times, you can never be too careful. Ne croyez-vous pas? Окей. Это сюда или это туда? И как мне отсюда выбраться, если...
Если не идти дальше. Ну вот, блин, что мне теперь качать, если я вкачал химию? Множитель недугов. Интересно, что это значит. Энергия дает множитель критов. Мощь дает ударную силу. Ловкость дает паралич. Плюс 4. Может быть, я хочу билдиться в ловкость. Дальше. Вниз дальше, назад, вправо, назад. Типа вниз сюда дальше. Видимо, да, потому что это не вниз. Нет, чувак. О. Чел, музыка просто огонь. Во. Блин, почему это ворота, а то, что ворота, это не ворота? Ладно. Ну, видимо, теперь делать все сайд-квесты, потому что... Ладно. Найти чертежи. Обыскать площадь. Тут что, первая лока есть, но в ней как-то ничего. Го искать. Так. В водостоках. Ага, я даже помню, где это было примерно. Ну, очень примерно. В первую локу сейчас далеко не пройдешь, позже по квесту позовут. То есть, типа, то, что сейчас мне чел говорил. Закончить все дела. Это на самом деле не точка невозврата какая-то. Или чё? Или позже по квесту это по сайд-квесту. За спойлеры не забанишь? Ничего не скажу. Сейчас точка невозврата в том смысле, что еще локу целиком пройти надо будет. Угу. Ну, наверное, все равно лучше проходить сайды. А в еще локу целиком пойти на следующем стриме. Одну локу целиком уже, по сути, прошли. Нет, чао, не дуди.
Блин, парализующая граната не дамажит. Она только парализует. Ау. Ау. Интересно. Куда мне конкретно в канализации? Не сюда явно. Может быть, сюда. Или нет, потому что тут нет подъема и тупик с врагами. Класс. Вроде туда наверх было. Сейчас посмотрим. Туда наверх, типа. Looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Чуваки, вас как-то много. Да, чё ты, блин, блочишь и когда ты это делаешь? О, ура. Жетон кареты. Зачем-то. Ludius blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Окей. Вроде тут все. Мешок.
Этого не стою. Переписка? Угу. Можно вместо этого пойти пешком, наверное, ему отдать. Ну пофиг. Так, тут что? Обыскать. Где эта площадь? Где-то. Я в очередной раз это повторю, но, блин, эта игра стала бы значительно лучше, если бы в ней была карта. Открою карту Франции, в чем проблема? Может быть, это план. Тебе через мост, окей. Может быть, это та площадь, где был босс этой Локи? Но также это подразумевает, что я помню, где мост. Та площадь, где был закрытый сундук. Что-то такое было. Где-то. Но это не то. Наверное. Это, наверное, тоже не то. По-моему, это вообще сайд-квестовая лока все еще. Лут. Да, блин, не хотел сюда падать. Чао. Чао.
Тут тоже сайт будет, запомни это место. Нет, не запомню. Сзади еще лут был. Ничего не знаю. Место с фонтаном и дудцами. Тут половина игры — это место с фонтаном и дудцами. Окей, ну это похоже на мост. Я не уверен, что с той стороны, с которой надо. Тут канализация. На той стороне тебе к тому месту, где выход с соседнего моста. Я могу вообще на этот мост пройти с этой стороны? Потому что, по-моему, нет. Ну, хотя не, вон там можно зацепиться. Во. Да-да, чувак, у тебя топор торчит. Это место, где был босс-файт. Как я попал в место, где был босс-файт? Чао. Не делай так больше. Что? Какие все-таки неюзабельные тут перекаты. В том плане, что когда я близко к врагу и пытаюсь вернуться влево, я уворачиваюсь вокруг него ему за спину. Это не то, куда мне нужно. И не то, куда я пытаюсь. Ладно, та собака сломалась. Видимо.
Астеригос или Steelrising в качестве соулслайка года не от фромов? Не знаю. Все надежды на Томезию. Yellow cartridges. The conspirator's secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. Вообще-то на Lies of P. А когда она выходит? В этом году вообще? С этой стороны квест не триггерится, что? Not even the commanding officer was spared. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. Когда с балкона приходишь, пишет обыскать площадь. Может, нужно где-нибудь выбрать квест активным или что-нибудь такое? Не нужно. Я заберусь повыше, оттуда обзор лучше явно. И может быть там то, что мне нужно. Вообще ключ не от сундука был? От сундука. Headquarters at the Pont au Change. By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. But now that I think about it, the padlocked door near the Pont au Change, could that be the entrance? Если что, мост меня вот тот, по которому ты сейчас шел, не, я в курсе. Но я не помню, с какой стороны я пришел вообще. Короче, на всякий случай поюзаю чекпоинт. Нет. Я могу вот так? Нет. Понятно. Ок. Интересно. В интересное место мой труп закину. О, нет. Лут. Лут. О.
Тут где-то был какой-то подземный проход, но не с этой стороны вроде бы. Или мне все-таки нужен не подземный проход? А что-то там про замок. Нет, чё, не агресси. Я просто посмотреть. По-моему, это с другой стороны моста был проход. Да, чувак. Стамина за что? Это похоже на подземный проход. Можно? Может быть, это не тот подземный проход? Чё, ты не хочешь взорваться? О, именно. Возможно, сюда. И сюда. Видимо. There's no point trying to force it. This lock requires a 4-letter password. I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. Окей. Короче, мне вообще не сюда нужно было. Видимо. Может быть. Ну, по крайней мере... По крайней мере, так. Сюда пароль сейчас будет. Ну, типа в канализацию или... Или сюда-сюда.
Чел, я тебя выбил, вообще-то. Иди к концу лоти к обществу чернокожих, но это начало лоти. Вроде бы. The poor souls. They died just steps from their goal. York. What does that mean? Оп. Okay, good. The lock opened. The headquarters. This place must be studied carefully. This document bears the signature of the Marquis de Lafayette, so the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Ладно. Нужно осмотреть это место внимательно. Первая же хрень, которая прям у входа подбирается. Все, осмотрели. Квест выполнен. Стоп, что? Вот это? То, что я подобрал? Видимо. Ну, больше защиты. Сопротивляемость льду вместо молнии. Меньше множитель добычи. Все? Вроде все. Теперь возвращаться и говорить еще раз с абсолютно всеми. Интересно, в ту ли я сторону иду? Ну, видимо, да.
Не говори со всеми, говори с теми, кто по квесту нужен. Это нужно знать, кто по квесту нужен. Ну или смотреть журнал между разговорами, что будет дольше, мне кажется. Так. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Обвинить его? Или сначала так? I spoke with Monsieur Marat and Monsieur Laclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Cursed recreants. Cowardly corrupters of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant in his own palace that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Ну, теперь можно и обвинить его. Monsieur le Marquis, there is a most unfortunate rumor about you going round. Oh, just one, is that? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. There's no point in trying to defend yourself. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. Ну, не знаю. Бумаги я ему уже отдал. C'est entendu, General. Here. Aegis, by doing this,
You're not saving my honor. You're saving the future of the entire kingdom. Oh, and one more thing. Can you tell me where I can find my detractor? The one who told you the rumors about me? I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. General, Это то there's же no самое, не? rumor about you going around. Huh. Just one, is there? You are accused of having delivered the troops. Calumny. I am the staunchest opponent of the bloodthirsty tyrant who claims to rule us. What's more, I did not call for the uprising. The National Guard came together on their own. This was the work of soldiers who rebelled and called on the people to rise up and defend Paris. It was only after they had gathered that the troops asked me to lead them. Alas, I was too late. But tell me, where did you hear this rumor? I cannot tell you that, General. No matter. It's of no importance. I know my enemies, and they are wasting no time. The day will come when I shall make them pay. Goodbye, Monsieur le Marquis. Какие-то слишком кривые диалоги. Ладно. Кому и что еще нужно? Monsieur Bailly. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. Я же ему их отправлял. Your thieves were not able to profit much from their theft. Окей. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in Figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the Quartier de l'Hôtel de Ville.
Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Окей. Надо ли мне с кем-то еще поговорить? Он на этой логе или что? Неясно. Monsieur Marat, Видимо, да. Madame, I'm surprised to find you here. Did you follow me? didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Ну, не раскрывать тогда, получается. I found no incriminating facts. Nothing to indicate that the Marquis was involved in a conspiracy. Come now, what do you mean? You sure you're not leaving anything out? Why do you assail this man so? Because I will not permit things to go from bad to worse. I will not allow the Patriots who are now fighting our tyrant to suffer yet another oppressor. That's why, in the name of the French people, I ask you one last time, do you have any proof to give me? А тут можно только оставить себе. No. You must believe me. Eh bien, if that's true, then there's no hope for us. Точнее, наверное, нельзя оставить у себя, потому что я уже We will отдал. have either the King or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Окей, теперь обратно туда. За что? За что в этой игре такие сайд-квесты? Сюда куда-нибудь? Или нет? Где это вообще? Ау. Ну, видимо, не сюда куда-нибудь. Что мы тут забыли опять что-то? Вот это. Какой это вообще квест? Через кладбище церкви. Вот той?
Хотя это не церковь. От ближайшего костра налево. Налево это через мост. Да? Это вроде тоже куда-то сюда, не? Точнее, это типа вот туда. Вроде. Более с этой стороны нормально туда попасть. Возможно. Это что? Отсюда ворот направо, туда. Угу. Рип. Станок насмерть крутилкой. Короче, ладно. Так. Так. Норм. Странный паук, иди нафиг. О.
Так, а там был еще какой-то проход? Вроде нет. Окей. Они электрические. Ну, на этот случай у меня есть лед. Ау. Мешок. Не высоковато. Ладно, сойдет. Тут можно выломать стену. А тут еще чекпоинт. Возможно, стоит выломать стену. Ну, или, возможно, нет, потому что, что-то мне кажется, я просто вернусь куда-то, где я уже был. Тут был еще какой-то путь. Такое разве что. Жетон кареты. Не столько подвал, сколько канализация какая-то.
Monsieur. Zoos! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur? Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Ну ладно. И теперь еще 40 минут отсюда выбираться. Вообще... Не 40 минут.
использовать. Можно? Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries? What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. Прям в этой же комнате? А как же еще там 15 часов сходить куда-нибудь там в что-то там, для что-то там, и 1,5 часа бродить по локациям? Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles.
From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At the moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Ну ладно. Ура, квесты закончились? Ура, квесты закончились. Условно. Там где-то еще полуядро было. До? Типа я его где-то пропустил или... Или оно дальше просто по локе? Не уверен. Не пропустила она в комнате журналистов. Там чар нужного не было, он был боссом. Угу. Ну ладно. На самом деле, наверное, этим мы займемся в следующий раз. Как и следующий лог и после этого. И, надеюсь, не еще миллионом сайд-квестов, потому что они какие-то совсем никакие. Но да. На сегодня, пожалуй, на этом все. Завтра Астеригос. Steelrising продолжим когда-нибудь. Когда-нибудь. Я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.